Так, налево. Ты куда? Под знак ехать. Нельзя включить. Все остановилось. Зеленый. Зеленый сразу трогается. Даже смотреть не надо. Всем привет. Сегодня с Ириной мы приехали попробовать Tesla Model Y, как она движется самостоятельно. Так как недавно получили сообщение, что в Нидерландах разрешили Full Self Drive, это когда машина едет самостоятельно, с ограничениями. Естественно, в Европе будут какие-то ограничения. Мы хотим посмотреть, насколько эти ограничения, так сказать, ограничивают. Давайте посмотрим, как машина будет ехать. Так, не знаю, можно ли здесь вообще включить Full Self Drive на этой парковке. Так, рисковать я не буду. Давайте выйдем сначала. Так, ручка поворотника здесь тоже есть. Это меня радует. Так, вон там припаркована очень красивая беленькая машинка. Наша. Да. Так. Нельзя включить. Почему? Тест не завершен. Какой тест? Почему я не могу запустить? Мне не нравится эта машина. Функция недоступна. Куда ехать? А что так навигация плохо работает? Не знаю. Зеленый или что? Ой. Мне нравится, что я не понимаю, что я должен сделать, чтобы включить этот Full Self Drive. Вот машина едет по правилам, попробую включить, функция недоступна. Что я делаю не так, я не понимаю. Возможно, стоит где-то припарковаться и попробовать это узнать. Так. Что это? 50 километров до 52. Да, извините. Короче, я штурман, Андрей без меня не знает, когда загорается зеленый, когда он превышает. Если бы ты еще и руль крутила, было бы вообще идеально. Так, все, машина припаркована. Нажмите и удерживайте тормоз. Да, сидеть с тормозом нажатым надо? Нет, это чтобы передачу переключить. Теперь давайте пытаться смотреть селф-драйвинг, почему не включен. Надо инструкцию пройти. Ну, проходи. Значит, просмотр 8 минут. Чтобы разблокировать Full Self Drive, нужно сначала посмотреть обучающее видео и пройти небольшой тест прямо в машине. Без этого система просто не включится. Так что имейте это в виду, если захотите попробовать. Тест. Да. Что это? Выберите изображение Плинта и считай, что там делать. Я прошел. Так, ладно, проверим. Как нам обратно вернуться? Да здесь так приятное. Да. Вот сюда. Сколько на заряд батареи? Еще могу. О, запустил драйв. То есть теоретически машина может сама поехать. Только, ну что, готов? О, сама поехала. Так, машина едет сама. Если Куда? честно, Не туда понятия не едет. имею. Она пытается развернуться. Так, наверное, я мешаюсь. Сам пока выедете. Так, давайте я. А может ты выедешь, а потом включишь? По трассе для начала? Нет, ты хочешь прямо Нет. сейчас? Сейчас. Ах ты Пусть говнюк. Там машина. Так, она сама пытается сюда почему-то. Потому что выезд сюда, типа. Она тебя на Макдрайв идет. Так. Я не знаю, куда она ведет. Я не хочу ничего заказывать. Тесла будет внимательнее. Мы не голодные. То есть оно привезло. Ну, я соли нет. Ага, и нам сейчас выезжать через... Ну так себя она везет, прям скажем. Но она, видимо, стандартная это. Да, то есть надо иметь в виду, она берет какой-то стандартный маршрут, видимо, как водители хотели бы.
Притормозить, честно, здесь надо уже кассы притормозить. Ну, если что, я могу нажать педаль. Здесь Идти. можно, кстати, если что, объехать. Так, наверное... Ой, она сама. Машина сама Не решила заденешь? поехать. Нет, там места хватает. Вот это, кстати, плюс, что машина поняла, что она может объехать, и не надо меня заставлять долго ждать. Это прям лайк. Так, она едет дальше. Нога над педалью тормоза, потому что мне все очень страшно. И когда она дальше поведет? Ну, на трассу будет выезжать. Она знает, что нам направо, а не налево, например. Ну, здесь нельзя налево повернуть. Ну вот я поэтому и спрашиваю, знает ли она, что здесь нельзя. Вот, мы это должны проверять. Плохо, что ответственность в том случае я несу. Смотри, как она аккуратно все встроилась. Скажите, страшно? Не страшно, да. Мне очень страшно. А в Да. светофор она видит, что там красный? Конечно, видит. Она все сама сделать. Если что, я готов подхватить. Вот она притормаживает аккуратненько. Прямо перед светофором. Все, остановилась. Зеленый. Вот и зеленый сразу трогается. Даже смотреть не надо. На самом деле пока что все работает достаточно четко. Да, вот когда разгоняется, немножко становится... А она, кстати, скорость здесь превышает. Здесь было 50. Да, мне А она в что-то- 60 ушла. Фу, мне сейчас тошнит. Так, вышла на трассу. Должна перестроиться, когда машина начнет пропускать. Вот машины пропускают, пошла перестраиваться. Здесь все четенько. Поворотники всегда включают. Это неплохо. Мне еще, знаешь, что кажется? Тошнота усиливается у меня еще и от страха, потому что как-то... Не, на самом деле неплохо едет. Вот так, допустим, ты права получила, и куда-то ехать страшно. Вот, чем не функция. Так еще страшнее, когда автопилот, пока потому не что ты привыкнешь. ему не доверяешь. Сейчас просто, ну, То есть доверие. ты хочешь сказать, если я получу права, я сразу же сяду и буду доверять автопилоту? Нет, ну Нетушки. какая-то уверенность на каких-то маршрутах непонятных. Нетушки, мне кажется, пока ты сам не насобачишься ездить, ты не будешь доверять этому автопилоту. Машина останавливается. Ну, Там как бы, красный. как бы я уже неплохо езжу, но пока что я не могу ему доверять. Нет, она хорошо притормаживает перед машинами. Светофоры видят. Дорожную обстановку тоже можно на экране видеть. Очень хорошо отслеживается. Все машины впереди, сзади. В нашей машине отслеживается все, что впереди, сзади нет. Здесь видно и сзади все, что происходит. Что, кстати, очень неплохо. Вот, едет сама неплохо. Сейчас должна перестроиться направо. Вот, поворотник включила. Камера работает. Перестраивается. Перед светофором тормозит. Что еще надо? Особенно там, если ездить на работу обратно. Конечно, в ограниченной такой версии следить надо постоянно за ней. Мало ли что-то произойдет. Неплохо. Значит, здесь полчаса еще надо будет как-то съездить. Так, здесь притормозит? Нет. Совсем. То есть искусственные неровности она, видимо, не всегда видит. А здесь, смотри, здесь она видит. Ты это увидела. Он просто не притормаживает. Ну, видимо, он такой скорость, 20 километров. Здесь просто еще подвеска достаточно жестковатая. Просто ты обычно объезжаешь эти все искусственные на такой черепашьей скорости, а тут она как бы... На зарядку нас поставит, наверное, да? Ты еще хочешь куда-то съездить или Ну как? да, на еще полчаса еще надо куда-то выехать. Вот мне интересно, как она здесь припаркуется. Среди других Тесла. Вот она нашла места. Будет первым, что ли, парковаться? Задом. Ё-моё. Наш не пишется. Ой-ой-ой-ой-ой. И надо было так 50 раз дергаться. Ага. Ну, да. От паркова. Хотя почему? Пусть дергается.
Если она аккуратно, без повреждений других машин будет парковаться, лишние 30 секунд мне продать вообще не проблема. Вот чутенько выровнялась, кстати. Ну, сейчас так настолько по черепашке назад сдает. Потому что это же ее собственная зарядка и Кабелечек тут бросит. Ну, все. Неплохо. внимательно следи. О, ты очень внимательно Конечно, написали. я ссал дорогу. Но здесь нет такого критерия, как с цикуна. Так, давайте еще куда-то съездим. Это не сильно далеко. А куда? Там же не выехать. Так может сам выйти, если она... Мне же интересно. Она же думает, что она... Посмотрим, как она именно сама поедет. Ну, капец, она, конечно... А что она... Не, наверное, я тут сам возьму. Ай, ладно, давайте пропустим машин. Тут она почему-то очень долго. Давайте сами я выеду сам отсюда. А если она потом упрется тоже, как в прошлый раз? Не должно. Это же Типа- на пользователя должно. Так, вот, дальше пусть сама едет. Так, дальше все. Едет сама. Вот вы с парковки. Так, пропустит машину, я надеюсь. Пропустит, да? Ты видишь, самой плавненько, так как она на педальке не тренирована, едет без рывков. Да, но она все равно как будто то ли, не знаю, жестче, чем Подвеска наша. жестче. Она как-то И более... сама шумнее. Ты слышишь, что всю дорогу слышишь. Да. Камушки. Кстати, неровности эти тоже видят неровности. Просто она меньше 20 не снижает. Где-нибудь на киевских неровностях, наверное, прыгали до потолка. Ой, там просто здесь крышки Вот вот здесь эти как не здорово. интересно оно будет. Налево, да, тут правильно. Прикольно. Нет, мне это нравится. Нравится, как работает. Если там поедешь пару тысяч километров, я думаю, привыкнешь, будешь понимать ограничения, как она может работать. Вот здесь совсем не нарушила. Она могла бы перестроиться в левую полосу, а потом перестроиться направо. Она решила сразу. Это, конечно, так, придирка. Ну, она же нарушила. Ну, здесь в Нидерландах все так ездят. Так, знаешь, это не оправдание. Как я понимаю, сейчас это работает в Европе только в Нидерландах официально. Поэтому здесь, наверное, не получится. Так что мы собираемся ехать в какую-нибудь Испанию, и всю дорогу можно особо не напрягаться. Наверное, сейчас нет. Это можно только ездить по Нидерландам. А выехав из Нидерланд, оно прекратит свою работу. Ну, потому что, допустим, в Бельгии ужасные дороги, разметки не видно. В Германии, в принципе, то же самое. Много дорог, где нет разметки даже. Когда вечные ремонты, когда никуда мы не поедем, вечно Это ремонт. правда, но Тесла заявляет, что она и без разметки справится. Она будет рассчитывать примерно расстояние. Вот На когда- глаз. На камеру. Ну, когда мы объезжали машину, когда там машина припарковалась, там же не было разметки, она высчитала, что сможет объехать, и объехала машину самостоятельно. Ну, все равно, как вот эти, когда оранжевые наклейки, когда вот эти вот есть и такая разметка, и такая, она будет рассчитывать приоритет или нет? Вообще должна. Не знаю, как в реальной жизни, так должна. Я смотрел видосы из Штатов, там очень хорошо там ездят. Там у них нет вообще никаких особо лимитов. Там едет и справляется вообще без проблем. На Сейчас парке. он куда она припаркуется. Сейчас до парковки, да. Куда она? Нет, куда надо. Вот здесь я сейчас перехвачу управление. Это ты перехватила? Да. Здесь я уже сам припаркуюсь, чтобы не мешать другим водителям. А то тест-драйв тест-драйвом, но другим людям-то мешать не хочется. Здесь надо привыкнуть, конечно. Удобно ли тебе на задний паркинг по экрану пальцем? Ну, дело привычки. На самом деле, было бы удобнее, если бы здесь где-нибудь. Можно было просто тыкать, чтобы Не поднимай руку. подниматься. Как тут еще есть? Можно как-то стекло помыть?
Ну, как Смотрите, какое грязное у нас стекло. Screen washer. Как на индонезском это будет? Не знаю, рама Афас. Ну, я не знаю, как она будет. Пусть сама все делает. Ну, если она опять поедет в ту... Нет, налево идет. Видишь, еще обучаются. Поняла, что мы не такие голодные. Так, налево не... Ты куда? Под знак ехать. Вот так вот. Она просто решила, что ты ей надоел. И пора решить тебя под знак. Прямо? На таких дорогах едет вообще прям никаких нареканий. Хотя, мне кажется, вот в Амстердаме, где туристические места с велосипедами, с трамваями, Она не повезет. мне кажется, там Особенно там на тяжело. узких, когда сильно узкие вот эти. Не знаю, очень интересно было попробовать. Ну, учитывая, она тебя тут под знак пихала. А может, она хотела просто не круг объехать, а Конечно, слезать. конечно, отправила ее. Она же на экране, по-моему, рисовала как раз первый выезд. Там же было видно и первый, и второй. Ну вот, все ходит аккуратненько. Без выезда на сплошные линии. Now turn right to stay on Beacles Line. Так, велосипедистов видит. О, смотри, коляску как скутер распознала. Бывает. Now bear right. Так, все куда она паркует? А, На зарядке? На зарядку уже не надо ставить. Так я не собираюсь. Поедете на зарядку или сюда поедете? Не, ну все-таки на зарядке давайте поедем сюда. Здесь я уже перехвачу, чтобы не занимать. Вот такой багажник. Кстати, не сильно большой. А в прошлый раз, когда мы брали, багажник передний был побольше. Здесь, не знаю, чуть больше, чем наш. Не знаю, пакет с магазина поставить. Не влезет. Ну, А вот здесь, кстати. нормальное место. Здесь прям, ух. Так он как будто уже, да? Закрой. Только потом А открой. как ее закрывать? Кнопка есть? Должна быть. Ноги убери. Беру, конечно, декорация. Голову. Все, сиди там. Меня теперь. А как тебе? Ну, кнопка, там должна кнопка быть. Где? Ну, там, где-то должна быть. Да нет тут кнопки. Да нет там кнопки, Андрей. Ну, блин, не на экране. Где там должна быть кнопка? Что, нет вообще кнопки? А что, должна открывать каждый раз с экрана или с телефона, что ли? Ну, наверное. Нет каких-нибудь? Нет? Ну, наш тест решился. Можно делать какие-то выводы. В плане именно Full Self Drive мне понравилось, как работает. Работает четко, едет без каких-то проблем. Да, там небольшие нарушения, но учитывая, что дали разрешение в Нидерландах буквально 3 дня назад, это, мне кажется, неплохой результат. Машина сама могла бы быть получше, она немного шумноватая. Управление именно всегда одной педалью тоже мне не очень нравится, потому что в своей машине могу настроить. Я могу водить одной педалью, могу водить как обычный автомобиль. И легко это переключать. Я могу буквально двумя кликами под рулевого лепестка. Это дает мне больше комфорта. Но именно в плане автономного вождения эта машина заслуживает уважения. Как тебе, как пассажиру автономного Страшно. автомобиля? Да, есть такое, потому что в любом случае ответственность всегда на водителя, и вы не понимаете, как машина себя поведет. Я думаю, после нескольких поездок, особенно длительных, вы начнете понимать машину, как она себя ведет, в каких ситуациях, какие у нее есть ограничения, и эта неуверенность пройдет. Сейчас да, ты сидишь напряженный, контролируешь все, по сторонам смотришь, чтобы, если что, перехватить управление, нажать тормоз. Ну, я думаю, это первое время. Плюс Но всё все будет равно, развиваться. смотри, с точки зрения вот меня как пассажира, то мало того, что
Я столько лет езды с тобой, я еле тебе научилась доверять. Я же вообще, получается, ничего не контролирую. А тут вообще никто как бы... Ну, здесь условно машина всегда будет ездить одинаково. Я могу быть уставший, я могу быть заболевший, я могу быть в плохом настроении. И это может влиять на навыки вождения. Здесь машина всегда едет одинаково, ты не Но поменяешь. если ты на нашей машине едешь уставший, то машина тебе говорит: остановись, иди попей кофейку. Но она же, это же смотрит по каким-то косвенным признакам. Я невнимательно не еду, что-то Да. могу пропустить. Да. Здесь машина всегда будет ехать хорошо, пока все работает. Поэтому такая функция, мне кажется, это неплохо для Но уровня с качества другой вождения, стороны, безопасности. допустим, В любом случае, тест-драйв был интересным, мне понравилось. Конечно, в плане качества машины наша машина опережает Tesla. Мне не нравится, она очень шумная. Прям едешь, ты чувствуешь, все камушки не слышны, как на дороге, все машины кругом. То есть улучшить звукоизоляцию, добавить несколько кнопок, потому что тыкаться, переключать передачи на экране, и регулировать климат-контроль. Мне все-таки это не очень хорошо. Я видел, кстати, докупают китайские модули отдельные с блоками кнопок, достанавливают, и это становится более комфортно. Но опять же, это не из коробки, нужно что-то дополнять. Ну, тоже как вариант. Если бы в моей машине была именно функция такого Full Self Drive, это было бы интересно. Ну, пока именно в качестве комфорта вождения наша машина лучше. мне кажется, и поудобнее наша. Но она удобнее, Как-то- да, наша удобнее. Как-то, не знаю, комфортнее в нашей сидеть, чем в Не, в плане машины наша комфортнее. В плане программного обеспечения Tesla на голову лучше. Потому что ехать самой и ехать с таким качеством – это показатель. Вот, надеюсь, данное видео было вам полезно. Заставит задуматься немного о современных машинах, о том, как они могут ехать, как они могут упростить вашу жизнь и сделать ее, возможно, немного безопаснее. Как-то так. А это были мы. Здесь и сейчас. До скорого. И вот еще важный момент. Full Safe Drive в Tesla – это не бесплатная функция. В Нидерландах она стоит примерно 7500 евро или около 99 евро в месяц по подписке. И, честно говоря, это довольно дорого. Если взять подписку на пару месяцев, просто попробовать. Окей, это имеет смысл. Но платить почти 8000 евро за систему, которая все еще требует постоянного контроля, я бы точно не стал.